Добрий день, добрий вечер, дамы и панове. И вот я снова записываю вам аудиоподводочку ко влогу. С чем это связано? У вас ввели опять какие-то странные ковидкулы, оплачиваемые выходные, нет локдауна, называйте это как хотите, суть от этого не меняется. Эта хренотень, раз уже проводится в третий раз, явно очень эффективно ставит под угрозу вымирание маленького бизнеса, который мне очень нравится в Москве, потому что это магазинчики комиксов, это небольшие бары семейной атмосферы, которые я очень люблю. И вот, если у вас имеется парочка лишних шекелей, и вы прям очень хотите их потратить, то закажите что-нибудь в магазине комиксов, например, Чук и Гик, или Комикс Стрит, или какой-нибудь еще магазинчик комиксов. Пожалуйста, ваши онлайн-заказы очень сильно помогут этим магазинам не загнуться к чертовой матери в этот очередной локдаун. И второе, если вдруг вас как бы так мимо будет проносить ножками по Китай-городу, то не поленитесь, зайдите в бар Underdog, возьмите себе вкусного пива, какую-нибудь вкусную закусочку к нему, какой-нибудь офигенный хот-дог или офигенный бургер. И просто, насладитесь вкуснейшей кухней этого бистро. Мне, к сожалению, до сих пор никто нахрен не платит за рекламу. Это все от чистого сердца, от чистой души, просто чтобы в каком-нибудь будущем я смог вернуться в Москву и прийти в эти места и, опять же, ими насладиться, а не прийти, посмотреть на закрытые двери и громко, протяжно и грустно выматериться по этому поводу. Вообще, это видео я хотел приурочить к вчерашнему дню, потому что вчера у меня был месяц проживания в Чехии. Вчера было 27 октября. Я думал такой, сейчас я сяду и просто раскидаю про какие-нибудь вещи, с которыми я столкнулся, пока вот тут вот просуществовал в течение 30-31 дня. Но я подумал, что это будет довольно скучно, просто я сижу перед камерой и раскидываю какие-то там факты, возможно, даже кому-то не особо интересные. Но сегодня, 28 октября, празднуется очень важный государственный праздник в Чехии, наверное, в Словакии, потому что именно в эту дату была основана первая независимая Чехословацкая республика. Я подумал, что будет круто совместить оба этих факта, поговорить о них, потому что... Да, чтоб тебя. Трдельник. Одно из национальных чешских блюд. И сегодня будет первый раз, когда я его буду есть. Потому что ни в своей предыдущей поездке, возможно, глубоко в детстве только, но я этого не помню, ни за этот месяц я ни разу не покупал трдло. Конечно, как нам завещал известный YouTube-блогер, на котором я вырос, Эльдар Братвей, настоящее трдло нужно скоммуниздить, но я купил. Черт возьми, это вкусно. Еще пчелочек сладкий, вообще конфета. Для тех, кто не в курсе, что такое трдельник, это... У меня он помялся, он вообще круглый. Это тесто с обсыпкой. Его еще можно чем-нибудь изнутри обмазать. В зависимости, там, видимо, от места, от кофейни и так далее. У меня он с корицей, потому что я люблю всякие булочки с корицей. Это самое нейтральное, что я могу взять, кроме оригинального. Так что да, на 31-й, 32-й, на второй месяц, своего проживания в прекрасном городе Аламоутса я отрделился и таки попробовал национальное чешское блюдо. И это вкусно, серьезно, будете в Чехии, обязательно попробуйте трдельник. История Чехословакии довольно интересная. Начиная с момента создания Первой Республики в 1918 году и до распада на отдельные государства в 90-х годах, это всегда была история борьбы. Это всегда была история борьбы за независимость, за право называться отдельным государством с собственными людьми, языком и национальной идентичностью. Меня эта история подкупила, потому что раз за разом Чехия, Словакия, Чехословакия, она теряла это право. То есть она все время оказывалась то под оккупацией, то в составе, то под сильным влиянием других стран. Но раз за разом она боролась за право
быть отдельной страной. Почему-то это во мне резонирует. Что-то в этом есть. Я не знаю почему. Возможно, это какой-то вот в моей внутренней системе ценностей. Эта история, да, она показательна в каком-то смысле, я не знаю. Так как я уже сказал, да, 1918 год, формирование Первой Республики. Президентом тогда становится Томаш Масарик. Спустя там несколько лет будет сформирована Конституция, границы, потому что там еще будет вопрос с Прикарпатской Русью. Но да, начинается первый важный период в истории страны. Первая республика. Наверное, сейчас в Праге гуляют сильнее, чем в Оломouце, но в любом случае это очень важный праздник для страны. И я поздравляю тех немногих чешскоговорящих зрителей этого канала с этим праздником. Итак, месяц в Чехии. Это довольно много для меня, потому что за границей я последний раз жил в такой промежуток времени только в далеком 2015 году в Барселоне. И на протяжении этого месяца я все время думал, а о чем бы таком рассказать в ролике «Я живу месяц в Европе». И я решил рассказать о 3 вещах, которые меня действительно не то чтобы впечатлили или удивили, но с которыми я столкнулся и с которыми мне пришлось именно как-то привыкать и адаптироваться. И вещь первая — это да, это двери, потому что дверь встречает везде и всегда при входе в комнату, в квартиру, в дом, в университет. Подавляющее большинство дверей в Чехии открывается вовнутрь, а не наружу, как у нас в России. Да, есть исключения, но подавляющее большинство открывается вовнутрь, даже в кабинках туалета метр на метр. Это меня поначалу прям вгоняло в затуп. Потому что я, по-моему, раз или два точно не попал в помещение, думал, что оно закрыто, потому что я тянул дверь не в ту сторону. Вещь номер 2 в Чехии, которая меня удивила, которая мне пришлось ассимилироваться, позволяет почувствовать себя средневековым купцом. Монетки. До сих пор в Чехии в ходу монеты. Например, чтобы купить проездной на трамвай или автобус, чтобы заплатить в прачечной, можно оплатить ими покупки в супермаркетах и в магазинах. В общем и целом монеточки ходят. Они бывают разного номинала: 2 кроны, 10 крон, 5 крон, 20 крон. Еще есть, соответственно, монетка в 1 крону и в 50 крон. Что касается бумажных денег, по-моему, там начинается от 100 купюры, но в большинстве банкоматов вас попросят ввести сумму, кратную 200 кронам. И мне пришлось, да, вот так вот завести себе мешочек и весело позвякивая с ним гулять. Третья вещь, к которой мне пришлось привыкать в Чехии, это привычка здороваться, потому что здороваются чехи постоянно, они это дело любят, и здороваются они разными фразами, то есть это «добрий рано», «добре дополедне», «добре отполедне», «добрий день», «добрий вечер», «агой», «чао», «чурс». Все эти фразы используются в обиходе, только с разными группами. То есть, например, в формальной обстановке с знакомыми людьми это, понятное дело, это «добрый день», «добрый рано», «добрый вечер». Чаще всего это «добрый день». При уже общении с какими-то знакомыми людьми, с ровесниками, со студентами используются «агой», «чао» и «чурс». Причем «чурс» используется прям вообще постоянно, а, казалось бы, ортодоксальное «агой» очень редко. Вчера я в Инстаграме запостил сторис, где у вас была возможность задать мне вопрос о моем месячном бытие в Чехии. Как обычно, эта история не пользовалась популярностью, и ответов было всего 2. Но я поздравляю тех 2 человек, потому что они попали в это видео, а остальным могу сказать, неудачники, вы потеряли возможность на цифровое бессмертие, попробуйте в следующий раз. Итак, первый вопрос был от Васи, и вопрос был, устаю ли я. Я совру, если скажу, что нет. Я очень сильно устаю. Да, сейчас мне уже полегче, но первая неделя именно с учебой это был сущий кошмар. Я прям помню, что первый день-два я просто, был в жутком упадке, потому что меня еще тогда все-таки догнала вот эта вся история с нервами, которая тянулась вот в течение, нескольких месяцев до моего отъезда. У меня тогда вот, когда я жил в общежитии в другом, под боком была река Морава, я просто вышел на набережную, посидел, сопли на кулак помотал, выдохнул и сказал: все, нормально, тяжело, но мы прорвемся.
Так что да, я устаю, но я ни в коем случае не унываю. Второй вопрос задал Кир, звучит он следующим образом. Я не отгадал цитату из Гуррен Лагана на аниме-квизе. Каким образом лучше совершить Роскомнадзор? Ну, во-первых, пьем чай и никакого Роскомнадзора. А во-вторых, Симон, братан, ты можешь не верить в себя, но верь в мою веру в тебя. Мы сломаем любые стены, что встали на нашем пути. А если нет пути, то мы его проложим. Магма течет в наших венах, раскаляя сердца. Симон, твой бур создан, чтобы пронзить небеса. Вы за кого нас держите?